практикующими в различных медицинских учреждениях, проводили исследования. И сегодня мы ведем разработку и производство приборов в области биорезонансных технологий. Потребителями наших технологий на сегодня является около 300 тысяч семей по всему миру. Я не буду рекламировать сейчас наше производство и нашу продукцию. Я хотел бы вам сегодня рассказать, что такое биорезонанс. И не только рассказать, но и показать его в действии. Для начала немного истории. В 1920 году ученый Ройл Реймонд Райф изобрел первый в мире ультрафиолетовый микроскоп и микроманипулятор. Используя эту сложную аппаратуру, Райфу удалось первому увидеть живой вирус. Райф кропотливо идентифицировал индивидуальный спектр излучения каждого микроба, используя свойства спектрального среза. Далее он воздействовал на вирус его же частотой, что приводило к резонансу. Резонанс усиливал излучение частоты, подобно тому, как две океанские волны усиливают друг друга, когда сливаются вместе. Таким образом, ученый увеличивал их естественные колебания до тех пор, пока вирусы не погибали от излучения. Таким образом, было положено начало исследований, в процессе которых выяснилось, что бактерии, вирусы, грибки и глисты излучают определенную частоту электромагнитных колебаний. А это значит, что, воздействуя их же частотой, можно помочь организму избавиться от паразитов. Для простоты понимания можно привести пример разрушения винного бокала от звука. Если вы слегка ударите бокал ложкой, он будет звонить, как колокол, на своей резонансной частоте. Если на стекло оказывается звуковое давление на определенной частоте, оно начинает вибрировать. По мере того, как стимул продолжается, вибрация в бокале накапливается до тех пор, пока он не разрушится, когда будут превышены механические пределы. Теперь я хотел бы показать действие резонанса на различные микроорганизмы. Для этого мне понадобится хороший микроскоп с подключенной камерой, профессиональный генератор частот, подключаемый к компьютеру, где я могу задавать специальную форму сигнала и частоту, и специальная антенна-излучатель, которая применяется у нас в приборах. Я буду ее помещать под чашу Петри или предметное стекло. Перед тем, как мы начнем наши эксперименты, я хотел бы вам кое-что показать. Наберу воду из-под крана. Посмотрим на воду под микроскопом. Тут очень много живых организмов. Большинство из них погибнут у нас в желудке. Но часть может прекрасно продолжать жить в нашем организме, вызывая различные заболевания. Давайте раскроем пачку риса и посмотрим, что обитает в нем. Фух, хорошо, что мы рис долго варим перед употреблением. Если вы любите бананы, то вам это будет интересно. Тут тоже есть жизнь. А что у нас обитает в мякоти? Давайте посмотрим. Тут нашли несколько бактерий и личинку стронгилоида. Это личинка паразитического круглого червя, который может вызвать заболевания у человека и у животных. Личинки могут проникать в кожу или в слизистые оболочки и распространяться по организму через кровь и лимфу. Попадая к нам в рот, она быстро проникает в кровеносные капилляры и вызывает реакцию нашего организма лишь через 17-28 дней, вызывая диарею. Давайте проведем ватной палочкой по дверной ручке офиса и посмотрим, что может обитать на ней. Как видите, тут очень много патогенных микроорганизмов, множество видов бактерий, особенно много бактерий с названием Шигелла. Они, попадая к нам в организм, вызывают острую кишечную инфекцию. Если мы недостаточно качественно помыли руки, почесали глаз или нос, или съели, например, мандарину. Давайте заодно посмотрим на мандарины. На поверхности тоже есть жизнь. Почистим
и заглянем внутрь. Посмотрим на мякоть. Тут мы видим споры грибов, а также мы видим яйца аскарид. В каждом яйце содержится до 175 тысяч личинок, которые во время миграции питаются сначала сывороткой нашей крови, а затем эритроцитами. По мере взросления особи аскарид вырастают в нашем организме до 45 сантиметров. Также мы их можем понаблюдать на спонжике, ватной пластине, которую мы проведем по подушкам лап собаки после гуляния. Как видите, тут изобилие глистов. Ну давайте вернемся к еде и посмотрим, что есть в шаурме. Морковь, капуста, картошка. А теперь самое интересное – мясо. Тут мы видим глистов и их яйца в изобилии. Большая часть из них умерла при термообработке, но часть подает признаки жизни. Тут можно найти разнообразных паразитов. А если еще и приблизить, то видим жгутиковую простейшую – лямблию. Лямблия – это простейший организм, который может вызвать заболевание лямблиоз у человека и животных. Лямблия паразитирует в тонкой кишке и может проникать в желчные пути. Лямблиоз может проявляться различными симптомами, такими как диарея, тошнота, вздутие живота, утомляемость, потеря веса и так далее. Цисты передаются водным и пищевым путем или насекомыми, такими как мухи. На сегодня 20% всех людей на Земле, то есть каждый пятый человек, носит в своем организме лямблий. Ну и последнее, что хотел бы посмотреть и поделиться с вами, это суши. Очень люблю свежие суши. Давайте посмотрим, что есть в рыбе. Тут тоже разнообразие жизни. Огромное количество личинок. Личинки круглых гельминтов, попадая в наш организм, мигрируют с током крови. Вот кадры, где личинка питается эритроцитом в крови. Когда она подрастет, то прикрепится в кишечнике, где дозреет до половозрелого возраста и отложит несколько тысяч яиц. Для чего я вам это все показываю? Не для того, чтобы напугать. Я лишь хочу донести до вас информацию о том, что мы буквально окружены различными микроорганизмами, со многими из которых нашему организму приходится постоянно бороться. И если вдруг иммунитет ослабевает или слишком большое загрязнение попадает в наш организм, то заражение неизбежно. Зная все это и обращаясь к новым технологиям, можно прекрасно заниматься профилактикой и предупреждать огромное количество заболеваний, вызванных различными грибами, вирусами, гельминтами и бактериями. Итак, вернемся к действию биорезонанса. Подключим электронный генератор частот к антеннам. Антенны поместим на площадке микроскопа под чашей Петри или предметным стеклом и будем подавать специальную частоту с правильной формой сигнала. На сегодня, благодаря нашим экспериментам, мы знаем более 750 тысяч частот, приводящих к резонансу и подавлению различных микроорганизмов. Сейчас мы увидим этот процесс в действии. Вот что делает биорезонанс с яйцом аскариды в течение нескольких секунд. Разрыв мембраны напоминает разрыв винного бокала, не так ли? Резонанс в действии. Теперь давайте посмотрим, как на более взрослые особи будет действовать биорезонанс. Когда начинается воздействие, дискомфорт заставляет оживиться паразитов. Чем крупнее паразит, тем дольше приходится на него воздействовать для получения результата. Поэтому мы чуть ускорим ролик. По истечению 10 минут мы видим полностью погибшую колонию. Посмотрим, что будет с личинкой в крови при таком же воздействии.
Тут результат виден достаточно быстро. Вот что происходит с бактериями в момент биорезонанса. Всем заинтересованным в приборах биорезонанса Neo Union, пожалуйста, обращаться через наши контакты и наш сайт. Всегда с радостью поможем вам и сделаем вашу жизнь более интересной.